Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами народные приметы на 9 июля. Поговорим о церковном календаре, поговорим об иконе Божьей Матери, которая почитается в этот день. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. У нас много интересной информации. 9 июля в Православной Церкви отмечаются два значимых события: почитание святого Давида Солунского и воспоминание явления Тихвинской иконы Божьей Матери. Оба события связаны с глубоким духовным смыслом и многочисленными чудесами, которые до сих пор вдохновляют верующих. Святой Давид Солунский, по-другому его еще называют Фессалоникский, известен как великий подвижник и чудотворец. О его жизни сохранилось немного сведений, однако те, что дошли до нас, свидетельствуют о его глубокой набожности и духовной силе. Святой Давид жил в окрестностях города Солунь, современные Салоники, и вел отшельнический образ жизни. Он построил себе шалаш под деревом, где провел почти 70 лет, полностью посвятив себя молитве, постам и духовному совершенствованию. Его жизнь была наполнена трудностями, которые он переносил безропотно, находя утешение в Боге. Давид Солунский обладал даром творить чудеса, он исцелял людей от тяжелых болезней и давал мудрые советы, направляя людей на путь истины. Его духовная сила и вера привлекали множество людей, которые приходили к нему за помощью и наставлениями. День памяти святого Давида Солунского является значимым событием в православном календаре. Верующие вспоминают его подвиги, молятся о его заступничестве и ищут его помощи в трудных жизненных ситуациях. Его пример служит напоминанием о силе веры и стойкости духа. В этот же день, 9 июля, православные христиане вспоминают о явлении Тихвинской иконы Божьей Матери. Эта икона считается одной из самых почитаемых икон в православии и связана с многочисленными чудесами. Тихвинская икона Божьей Матери, по преданию, была написана апостолом и евангелистом Лукой. Она прошла долгий путь из Иерусалима в Константинополь, а затем оказалась в Руси, в городе Тихвин, где произошло ее чудесное явление. Икона известна своими чудесами, особенно в моменты угрозы для верующих и храмов. Одним из наиболее известных случаев является защита храма в Тихвине от нападения шведов. Когда силы врага значительно превышали силы защитников, произошло чудо. Нападавшим пригрезилось, что к ним движется огромное войско с одной стороны и небесная армия с другой. В панике враги отступили, оставив храм и город невредимыми. День явления Тихвинской иконы Божией Матери отмечается с особым благовением. Верующие приходят в храмы, чтобы помолиться перед иконой, прося ее заступничества и помощи. Празднование этого дня напоминает о силе Божьей Матери и ее способности защитить и помочь в самых трудных ситуациях. 9 июля является важным днем в православном календаре, объединяющим почитание святого Давида Солунского и воспоминание явления Тихвинской иконы Божьей Матери. Оба события связаны с глубокими духовными уроками и чудесами, которые продолжают вдохновлять и укреплять верующих в их вере. 9 июля – это день, который в народном календаре отмечен сразу несколькими значимыми событиями и традициями. Этот день был известен в народе как Давид Солунский, Давид Земляничник, а также Тихвинская икона Божией Матери и Тихвинская ягодница. Основные события этого дня связаны с одной из самых любимых ягод – земляникой. Давайте подробнее рассмотрим эти традиции и их значения. Святой Давид Солунский почитается в православной церкви как великий подвижник и чудотворец. И в народе этот день получил другое немножечко название – Давид Земляничник. Это связано с тем, что в это время начиналась пора сбора земляники. Жители деревень и сел отправлялись в леса, чтобы собрать эту ароматную ягоду, из которой потом готовили компоты, варенье и сушили на зиму.
В этот же день православные верующие отмечают и явление Тихвинской иконы Божьей Матери. Эта икона по преданию была написана апостолом и евангелистом Лукой и известна своими многочисленными чудесами. Одним из наиболее известных чудес является защита храма в Тихвине от нападения шведов, когда икона по преданию остановила врагов, явив им видение небесной армии. В народе этот день также называли Тихвинской ягодницей, что вновь подчеркивает связь с земледелием и сбором ягод. Женщины и девушки, отправившиеся в леса для сбора земляники, назывались тихвинскими ягодницами. Эти сборы были важной частью сельского хозяйства и помогали обеспечить семьи запасами на зиму. Земляника пользовалась невероятной популярностью во времена Петра I. Известно, что к царскому столу подавали земляничное варенье, компоты и чай из сухих ягод. Петр I не скрывал, что земляника была его любимым лакомством, которое напоминало ему о детстве. Эта ягода не только радовала своим вкусом, но и считалась полезной, укрепляющей здоровье. Сегодня, как и сотни лет назад, многие семьи продолжают отправляться в леса за земляникой в начале июля. Это не только возможность запастись вкусными и полезными ягодами, но и прекрасный способ провести время на природе, насладиться свежим воздухом и красотой лесов. Собранная земляника используется для приготовления различных заготовок, варенья, компотов, джемов, которые зимой напоминают о теплых летних днях. Девушки, которые стремились сохранить молодость и красоту, с нетерпением ждали Давида земляничника, чтобы умыться росой, собранной с земляничных листьев. Считалось, что в этот день она обладает особыми свойствами, освежает кожу, отбеливает ее, придает упругость и сияние. Простую воду в этот день для умывания старались не использовать, полагая, что только земляничная роса может подарить желаемый эффект. Одной из важных традиций было приготовление блинчиков с начинкой из лесных ягод. Каждый член семьи должен был отведать это лакомство, чтобы весь год не знать проблем со здоровьем. Сбор земляники – это было кропотливое занятие, но поскольку эта ягода полезная и очень вкусная, крестьяне собрались собрать ее как можно больше. В лес за ягодами отправлялись все, включая самых маленьких детей, тем самым приучая их к труду с малых лет. Женщины, которых называли тихвинскими ягодницами, собирали не только ягоды, но и листья земляники. Эти листья высушивали и добавляли в травяные настои. Считалось, что такой напиток помогает восстановить силы, укрепить иммунитет и улучшить самочувствие. Первую сорванную ягодку брали в руки и загадывали на нее желание, веря, что она обязательно сбудется, а если землянику сразу съесть и трижды перекреститься. В народе существовали приметы, обряды, связанные с земляникой. Например, если хотелось занять денег, следовало сорвать земляничный листочек и положить его в карман. Это должно было гарантировать успех. Также земляника считалась символом благополучия, поскольку в ее плодах соединялись дух земли и солнечная нежность. Беременные женщины носили с собой земляничные листочки, чтобы обеспечить легкие роды и здоровье будущего малыша. Если кто-то сильно поранился, листья земляники прикладывали к ране, заматывали белой тканью, и она очень скоро затягивалась. 9 июля проводили ритуалы и обряды, читали магические слова, чтобы избавиться от всего плохого в жизни, используя землянику. Считалось, что ягода помогает очистить дом и сердце от негатива, привлекая благополучие и удачу. Согласно традициям, утро 9 июля необходимо было начинать с молитвы Богородицы. Это время, когда верующие обращались к Божьей Матери с просьбами о заступничестве, помощи и благословении на предстоящий день. Молитва помогала очистить разум и сердце, настроиться на позитив и гармонию. Вечер 9 июля следует завершить праздничным ужином и обязательно зажечь свечи. Пламя свечей символизировало очищение, привлечение счастья и благополучия в дом. Важно, чтобы за столом собралась вся семья, и все участники ужина поделились друг с другом теплотой и добрыми словами.
Поэтому возьмите 9 июля в вечернее время, накройте праздничный стол, приготовьте любимые блюда, поставьте на стол свечи и зажгите их перед началом ужина. Вместе с семьей помолитесь или произнесите слова благодарности. Во время ужина говорите только о приятных вещах, делитесь радостными новостями. 9 июля – это отличный день для завершения всех начатых дел. Наши предки верили, что завершение начатых дел в этот день принесет удачу и успех в будущем. Если же предстоит начать новый проект или подписать важные контракты, можно это смело делать, так как удача будет на вашей стороне. Поэтому проверьте все незавершенные дела и постарайтесь завершить их в этот день, 9 июля. Если у вас есть важные встречи или планируется подписание контрактов, уверенно идите на них. Звезды будут благоприятствовать вам. 9 июля полезно быть максимально терпеливым и проявлять заботу об окружающих. Наши предки верили, что добрые дела, совершенные в этот день, вернутся втройне. Это время, когда важно проявлять милосердие, помогать ближним и быть внимательным к им нуждам. Поэтому проведите день с семьей, помогите друзьям или коллегам, проявите участие в жизни близких людей. Любая забота, оказанная в этот день, принесет не только радость окружающим, но вам. Сновидения, увиденные в ночь с 8 на 9 июля, считаются пророческими и исполняются через 7-10 дней. Сны, которые снятся днем 9 июля, также имеют особое значение и осуществятся через 2 недели. Поэтому постарайтесь запомнить свои сны в этот день. Ведите дневник сновидений, чтобы потом проверить, насколько они сбылись. Это может помочь лучше понять себя и свои внутренние желания. Людям, родившимся 9 июля, покровительствует земляника. Эта ягода символизирует здоровье, благополучие и связь с природой. В качестве талисмана вам следует носить сапфир, который укрепляет дух и приносит удачу. Также рекомендуем вам включать землянику в свой рацион. Используйте ее в ритуалах для привлечения удачи и здоровья. Носите и украшения с сапфиром или держите камень при себе, чтобы он приносил вам успех и защищал от любого негатива. 9 июля в народном календаре этот день известен как День Давида-земляничника, который наполнен традициями и поверьями. В этот день существовали определенные запреты, которые следовало соблюдать, чтобы избежать неприятностей и привлечь в свою жизнь удачу и благополучие. Давайте рассмотрим, чего же нельзя делать было 9 июля и почему эти запреты так важны. Если накануне 8 июля вы поссорились с кем-то и до сих пор держите обиду, собирать землянику в день Давида-земляничника не рекомендуется. Считается, что у человека с негативными эмоциями все собранные ягоды будут кислыми и невкусными, даже если они на вид сочные и дозревшие. Это поверье подчеркивает важность внутреннего мира и гармонии для успешного сбора урожая. Поэтому перед походом в лес 9 июля постарайтесь помириться с теми, с кем у вас был конфликт, и отпустить обиды. Это поможет не только получить вкусный урожай, но и улучшить ваше эмоциональное состояние. Первая сорванная ягода в этот день должна быть съедена, а не положена в корзину. Считается, что если вы съедите первую ягоду, то весь год будете здоровы и полны сил. Это поверье символизирует связь человека с природой и с ее дарами. Помните об этом простом ритуале, когда начнете сбор ягод. Пусть первая земляника станет вашим оберегом на здоровье. Беременным женщинам в день Давида-земляничника нельзя выходить из дома без листа земляники в кармане. Наши предки верили, что этот листик сделает роды легкими и быстрыми. В противном случае женщину могли ждать тяжелые роды. Беременные могут использовать этот простой оберег, чтобы чувствовать себя защищенными и уверенными в благополучном исходе родов. Девушкам в этот день не рекомендуется умываться простой водой, иначе могут начаться проблемы с кожей. Сегодня следует использовать росу, собранную из земляничных листьев, чтобы обтереть лицо и шею. Считается, что такая роса делает кожу привлекательной и здоровой. Соберите росу земляничных листьев утром и используйте ее для умывания. Это не только полезно для кожи, но и поддержит вас в гармонии с природой. Просить взаймы денег 9 июля все-таки не стоит. По народной примете вы не сможете вернуть долг и наживете себе еще врага.
Если вам деньги нужны срочно, положите в карман земляничный листик, это поможет вам избежать финансовых проблем. Подумайте и о других способах решения финансовых вопросов в этот день или используйте магическую помощь земляничного листика. На 9 июля не рекомендуется назначать венчание. Считается, что брак будет коротким, а вот свадьбу, напротив, гулять нужно. Считается, что семья, созданная в этот день, будет счастливой и долгой. Планируя семейные мероприятия, учтите эти поверья, чтобы укрепить ваш союз. В этот день не следует и давать другим людям мерить свои украшения, особенно обручальные кольца. По поверью, тот, кто наденет ваше кольцо, заберет ваше счастье себе, а у владельца начнутся неприятности и проблемы. Поэтому бережно относитесь к своим украшениям и не позволяйте другим людям их примерять. Не рекомендуется повышать голос на домашних животных, даже если они провинились. Считается, что это приведет к семейным проблемам. Проявляйте терпимость и заботу к своим питомцам, чтобы в доме царили комфорт и уют. Отправляться в дорогу с плохими мыслями в день Давида Земляничника также не стоит. Считается, что негативные мысли могут стать реальностью, поэтому важно избавиться от тяжелых дум, чтобы путешествие прошло без хлопот и забот. Перед поездкой настройтесь на позитив, отпустите тревоги и наслаждайтесь дорогой. Вот такой, друзья, у нас с вами день 9 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.